в обед булочку дали тебе, и все. На всем Централе такой гайгуй подымется, что сердечко заколотилось, кровь по венам побежала, по жилам, ну и, соответственно, пошел разговор, диалог. Один ест, а другой срет. Сейчас я вам коня опущу. Не надо, не надо, мне его ставить некуда. Там дышать было нечем. На каждой зоне было больше 1000 народа, и вот это вот там. Ну там и без сотовых телефонов было доступно все. Водку какую хочешь покушать. Все там есть, от презерватива до батона. Вот. Да, не пошел с ними на контакт, кому-то лезвие подкинули, нашли лезвие, соответственно, человека уже, ты ему... ну, пришлось стащить. Земля круглая, а жопа гладкая. Насрал ты сейчас, это говно тебе и вернется. Вопрос скользкий. Бывают ли побеги? Конечно, бывают. На пожарной машине протаранили запретку, и ушли они. Что делать после тюрьмы? Ну, пошел, говорит, витрину в магазине разбил, взял Специально, бутылку, чтобы... Да, взял бутылку водки, выпил и ждал, пока приедет полиция, меня заберет. Утром проснулся, никого нету, а рядом труп. Вот один такой со мной сидел, 12 лет. Говорит, я не знаю, убивал я, не убивал. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Про Добро. И у нас звезда нашего YouTube-канала Андрей. Андрей, привет! Здравствуйте. Ну, на ты, да, мы с тобой на ты все-таки. Да. А то тут было в прошлом видео, что как бы вот Дима, предыдущий, который с тобой проводил интервью, на ты общался, и нам сказали, что вот со взрослым человеком нельзя на ты. Мы изначально просто договорились, да, мы изначально договорились, поэтому уважение 100%. Ну, у нас же отношения позволяют. Абсолютно Ну, точно. вот. Абсолютно точно. Поэтому. Ну, во-первых, расскажи, что-то изменилось с выходом этого видео? Тебя стали чаще узнавать или как-то? Да, изменилось. Ну, бывают такие моменты, показывают, что-то останавливаются люди, смотрят. Ну, это у нас городишко же маленький, скажем так, что, как бы сказать вам помягче-то. Ну, скажу как есть, на одном конце пукнул, а на другом скажут, что обкакался. То же самое у нас, что там, 50 000. То есть, да, узнают. Кто-то, да, скажем так, с иронией, кто-то наоборот. Респект, поэтому, ну, сколько людей, столько и мнений. Ну, я надеюсь, что сейчас будет это еще в массы уйдет, еще шире. Может, как-то будет, может, это как-то тебе даже, ну, с работой что-то будет лучше. Это мы только за то, чтобы... Ты знаешь, как, Егор, я скажу, в силу своего возраста и жизненного опыта, я уже человек, скажем так, состоявшийся, и, скажем так, жизнь идет к закату, поэтому... Может, тебе это и есть Что-то рассвет? консервативно менять не хочется, а сюрпризы, если они хорошие, ну, по-моему, они каждому понравятся. 100%. Слушай, ну, я тебе хотел бы вот вопросы позадавать. Такой вопрос первый. Допустим, с чего вообще начинается, то есть вот психологический такой вопрос. То есть я так понимаю, когда тебя привозят первый раз, это СИЗО, да? Ты попадаешь в СИЗО. ИВС. С ИВС в СИЗО. Да. Морально это как вообще? Ну, морально ты раздавленный, потому что такое, ну, вот это самое тяжелое, наверное, как всегда вот говорят, самый тяжелый первый год и последний срока. Почему? Потому что, ну, тут ты свободный, ходишь по свободе, и резко бах, тебя закрывают в закрытое пространство, то есть ты сидишь, ты, конечно, переосмысливаешь всю свою жизнь, что ты сделал, что натворил. Конечно, ты раздавленный. И вот это самое, вот, наверное, если вот это ты выдерживаешь, дальше уже проще или... Много людей, которые не выдерживают? Ну, я бы сказал, не то, что много, но достаточно. Достаточно, ну, такие моменты. Ну, которые с собой даже. что-то делают. Да, и режутся, и в петлю лезут, поэтому... Ну... Сколько на адаптацию примерно уходит времени? Я понимаю, что это индивидуально, но вот, допустим, у тебя. Так у меня я там уже как рыба в воде. Ну ты как хорошо, но ты все равно, ты же там как человек, который, да, ты видишь новичков. Первый раз, когда сел, да, было очень тяжело, это несомненно, как бы, ну все дико, и вновь, вот это меня сажали еще при Советском Союзе, как бы деревянные нары, не было ни кровати, это сейчас дают там кровати, матрасы, постельное белье, раньше такого не было. Раньше просто нары, ну такая, нары это сцена такая, где несколько человек так вот штабелями лежат. На одной. На одной, да, на одной. Накрылся, вот, что у тебя есть, тем и накрылся. Кто курточкой накрылся, кто чем. И ты на деревяхиной, то есть не Ну, конечно, никаких матрасов, никаких. В углу стоит так называемая параша, это
ну, грубо говоря, ну, железное ведро, куда народ опражняется. То есть, и, соответственно, тут курят, тут оправляются, и все это вот смрад весь, плюс еще чифер варят на факелах, на тряпках, поэтому, ну, представляете, что там. На факелах это как? Ну, факел это, ну, разрываешь какую-нибудь тряпку, зажигаешь ее, и один кружечку держит или подвешивает ее на канатике, а другой с факелом. Вода закипела, засыпали чаек, подняли, чифернули. А параша, то есть это просто ведро? Это просто ведро. А куда ты, как ведро это выносит? А утром заходят административно арестованные, забирают ее и выливают, потом приносят. А если ведро переполнилось, а еще рано выносить? Или это надо как-то рассчитать? Ну, я просто не Ну, знаю. это слишком много надо. Слишком много? Так не кормят у нас. Ужас какой на самом деле. Так, а сейчас, я понимаю, уже ведра-то нету. А сейчас цивилизация, сейчас отдельно туалет, даже так унитаз, он огорожен. Сейчас выдается постельное белье, матрасик, подушечка, кружка, ложка, питание, соответственно, трехразовое. Раньше ж вообще не кормили. Да как вы ели? Ну, в обед булочку дали тебе, и все. И кипяточку. И на этом А как же вот это в баланда? расчете. А баландой кормили это уже, когда привозят в СИЗО. Мгм. СИЗО. А на ИОС как выживали? Ну, кому-то вот передачку принесли, соответственно, ну, делились. Там в соседнюю камеру постучишь, кормушку, там, передай там похавать соседям. И также сигаретами и прочим. Только Ну, так. можно такой вопрос для простых людей, которые там не были? Тюрьма это что? Это СИЗО? Да, это СИЗО. Потому что колония это колония, то есть Да, ИВС это... ИВС это- ну, раньше это временно назывался, да, да, раньше время называлось временно. КПЗ, сейчас ИВС. А, тюрьмой, вот как принято в народе, то есть это СИЗО. да. СИЗО, то есть давай про тюрьму немножко. Тюрьма это камера на там. Ну, в простонародье, я, извини, перебил Егор, в простонародье вообще СИЗО это централ. Мгм. Тюрьма там может быть, почему тюрьма? Может, тебе дали тюремный режим, ты едешь на крытую, это тюрьма тоже, но ты срок там сидишь. Ну, ты и тут сидишь срок, но тут и подследственные сидят, а там нет, там именно тюремный режим. Поэтому, ну, скорее, более приемлемо сказать, что это централ СИЗО. Вот. Ну, на СИЗО, конечно, повеселей. И народу Повеселей. побольше, да. Гайгу и Махачкала вылезли на решку, ну, то есть на окошке там. Ночью вся движуха, положуха, как сам, как жили-были и все прочее. Ну, повеселей, конечно. То есть дороги, соответственно, записки там гоняются, все это. Кто-то самогонку передает, кто-то брашку, кто-то дрожжи самодельные, кто-то сигареты, ну, повеселей. А днем, как правило, тюрьма спит. Мгм. После- А нет после режима, ночи. что вас будет, то есть нельзя спать, нет? Да есть, конечно, будет, но, как правило, на это все забивают. Мгм. Ну, соответственно, знаете, как я скажу, ну, когда один человек, он ничего не сделает, ну, а там, скажем так, чувство локтя очень сильно развито, вот это братство. То есть, и если там, например, инспектор наедет там на соседнюю камеру, там что-нибудь насчет беспредельности, там на всем централе такой гайгуй подымется, что инспектор сам этот не будет рад, и, соответственно, они сами стараются не провоцировать к таким ситуациям. дабы- Я так понимаю, камеры там тоже делятся, в зависимости от положения, да? Ну, конечно. А сейчас у нас по закону, понимаете, вот, тяжкие статьи отдельно, особо тяжкие отдельно, там, насильников, педофилов их вообще отдельно держат. Лиц, Это сами сотрудники уже распределяют. закон у нас такой, А, прям Российской закон Федерации, есть да. такой. Лиц с пониженным социальным статусом, ну, в простонародье, гомосексуалистов, Мгм. их тоже отдельно держат. Мгм. Ну, как бы их. Это раньше, да, в совдеповское время, то есть были общие хаты, их закинули, каждый знал свое место, им сказали, там, он знал, лезть под нары, и они шли под нарами там, или возле тормозов, ну, то есть возле выхода, там, кинут там что-то себе и там кучковались. Сейчас все это, чтобы некоторые не выдерживали, конечно, ну, из этих, из опущенных, ну, может, моральное такое давление, к ним, ну, относились же как к изгоям. Соответственно, ну, и были такие инциденты, кто-то, ну, суицида. Поэтому и таких много очень было. Может, поэтому и на основании этого и приняли этот закон. Поэтому сейчас все раздельно. Даже
крадуны с крадунами сидят, а грабители с грабителями. То есть, ну вот так вот. Скажи такое, что такое пресс-хата? Пресс-хата — это где стараются физически воздействовать на человека, соответственно, то есть следователям там, ну, скажем так, операм или кому-то нужно, кровь из носу нужны показания человека. А человек держится и никак не дает показания, просто включил, ну, скажем так, языком закона статью 51, и все, и молчит. Как из него выбить? То есть, если начнут они его избивать, но адвокат же ходит, правильно, ходит, поэтому он уже может, как сказать, человек рискует своими погонами. Куда? Надо его закинуть в ту хату, ну, в ту камеру, где на него будут и морально, и физически оказывать давление, чтобы сломать человека, чтобы он дал показания. Соответственно, на его начинают там гнобить как-то, вот, потом вызывает его тот же следователь и говорит, ну вот если ты, например, дашь показания, я походатайствую, чтобы тебя перевели в хорошую хату. Вот это пресс-хата. Так, ну давай я так сейчас вопросы, которые нас накидали наши зрители. Ну давай самый популярный, самый такой. Давай еще раз. Я знаю, что у нас есть видео. Кстати, у нас есть видео на канале, вы можете посмотреть с Андреем полное. Давай еще раз. Как заходить в хату? Ну, заходишь, можно сказать, вечер добрый в хату, можно сказать, мира в хату. Но сейчас даже, я вам, знаете, как скажу, мы же до этого сейчас с тобой разговаривали, сейчас не килишуют. То есть нету лиц, ну, скажем, опущенных в нормальной хате мужицкой. Поэтому, ну, скажем так, с этим и проще. Поэтому заходит там, здорово, там, братва, там, здорово, или, ну, так вот, мужики, да, то есть такого... А раньше это было Раньше к этому, важно, конечно, важно было. Да раньше все было важно, но, скажем так, жизнь не стоит на месте, как бы, и поэтому, как бы, преступный мир как-то, ну, сглаживает вот эти вот всевозможные углы. То есть, за что, например, раньше могли просто жестко получить, сейчас, возможно, и... Даже внимания не уделяют? Нет, внимание обратят, конечно, но все зависит от проступка, скажем так. Если раньше спрашивали за образ жизни, то сейчас как-то на это мало обращают внимание, лишь бы так, скажем так, не было гадского и, как же это слово-то заменить? Ну, блядского, как его заменить? Ну, вот так и скажи, как и никак, есть. блядского. Как есть. Если ты сохраняешь свой человеческий облик, кто бы ты ни был, работяга на промке, там, дневальный, повар или кто, если ты свой человеческий облик сохраняешь, если от тебя нет вреда, если от тебя исходит польза, никто тебе не упрекнет в этом. Это твоя жизнь, и ты вправе распорядиться, как тебе заблагорассудится, лишь бы это не отражалось на окружающих. А как вообще знакомство происходит? То есть ты, когда заходишь первый раз в хату, то есть, во-первых, такой момент, вот я, ну, в кино везде, там, вот это твое место у параши, да, вот это вот там, как кровать, то есть, или у тебя есть уже там кровать своя? Такого нет. Или тебе говорят в зависимости от того, кто? Такого нет. Ну, во-первых, ты заходишь в хату, ну, тебя спросили, откуда, что. Если ты уже, скажем так, бывалый, то есть отбывал, то там уже знают, кто ты, и что ты, и чем ты дышишь. А если первоход, ты также садишься, и тебя кидают к первоходам. Если человек первый раз сел, его не посадят к рецидивистам. То есть это тоже раздельно сейчас, это по законодательству у нас. Поэтому, ну, также здороваются, также знакомятся, там, здорово, я там Вася, тот здорово, я Боря и прочее, ну, то есть нормально. Ну и, соответственно, заварили чайку, за знакомство выпили чайку, сердечко заколотилось, кровь по венам побежала, по жилам, ну и, соответственно, пошел разговор, диалог. Как выглядит быт в хате? То есть, допустим, кто убирается в хате? На СИЗО? На СИЗО. Сами все убираемся. Просто по очереди? Ну, конечно, но вы же дома убираетесь. Конечно. Ну, а это тоже наш дом, пускай... Ты со мной опять на «вы» начал? Мне сейчас вернее, ты. Да, мне сейчас предъявят, понимаешь? Что я Понимаешь, ты со мной понимаешь? Давай это же твой дом тоже, пускай он временный, но он твой.
Ты же не будешь дома срать? Нет. Нет. То есть, если ты намусорил, ты, соответственно, убираешь. Конечно, сами убирают. Нету там кого-то конкретного, кто убирает. Но есть же люди, которые дома срут. И попадет, там сколько, 10 человек в хате. В тюрьме такого нет. Он, значит, научится убирать. Да? Он научится убирать. А не научится, его научат. Вот. Скажем так. Как происходит, ну, так называемая гигиена? То есть, допустим, моетесь как? То есть, я понимаю, есть раз в неделю баня, да, какая-то или как? Сейчас 2 раза в неделю баня. А, 2 раза в неделю вводят в баню. Угу. Покамерно. Угу. И специальные инспектора выводные, именно кто водит. Вывели, ты помылся, там сколько, 15 минут дается на помывку. Помылись, вывели в другую камеру, где ваша одежда, ну, наша одежда висит. Оделись, ждем. Пришел конвойный, забрал, отвел нас назад в камеру на корпус. То есть ничего такого. Летом, когда жара, и в камере мылись. Ничего такого в этом нет. Кстати, Просто помылся и воду собрал сам за собой. ну, а сам туалет как выглядит? То есть, это просто дырка, я так понимаю, да? Нет. Или это унитаз? Сейчас это нормальный унитаз с компакт-бачком, отдельная кабинка сделана, закрытая. Это раньше было. А, то есть не шторка, ничего, то есть прям кабинка, все. Именно кабинка. Именно кабинка. Раньше было, да, один, извините меня, конечно, за такую пошлость, один ест, а другой стрет. Ну, вообще. А что, ну приспичило. Естественный процесс. Ну, просто говорит, повремените, вот прихватило. Прекратили кушать, пошел человек. Расскажи, пожалуйста, именно вот мне интересно про те времена, когда ты рассказывал, что не было ни матрасов, ни подушек, и вот эта одна булочка. А тогда были бани? Как тогда мылись? На ИВСах не было бань. Вообще? Вообще привозили, вот тогда же возили по этапам, 10 суток ты пробываешь на КПЗ, и ну, после 10 суток ты едешь на СИЗО. Этап тебя грузят и везут в СИЗО. Вот 10 суток ты отбудешь, потом только ты на СИЗО помой. На СИЗО приезжаешь, там да, там принимают этап, опросили, прошли обыскные мероприятия и ведут партиями, в баню водят. А с бани уже тебя приводят на корпус и раскидывают по хатам. То есть, ну, соответственно, наверное, в транзитку кидают сперва. А потом, кстати, вот за транзитку, раз был такой момент, мы сидели там, у нас строгий режим, сидел по 2-му этажу раньше. По 1-му этажу обычно, ну, транзит сажают. Ну и закинули первоходов. Это потом мы уже знали, что это первоходы, но тогда мы не знали, 2 человек. Есть у вас курить? Нету. Если есть, говорит, это передайте нам. Ну, а сокамерник мой, не помню, как звали, Леха, ну, сидит на орешке, говорит, сейчас я вам коня опущу. А он ему отвечает, не надо, мне его ставить некуда. Просто я объяснил, почему он понял, что действительно там лошадь опустит, а конем это в тюрьме называется веревка, на которой опускают. Говорит, не надо. Тут мы, конечно, Ну, потому что реально его коня будет. Тут, конечно, все крыло от централа такое ха-ха выхватило, мама не горюй. Да я сам ржал, конечно, аж до слез. Ну, да. Так, вообще, сам этап еще как проходит? Можно вот этот вопрос? То есть я насколько знаю, что бывают, этапируют в автозаке, там бывают вот эти поезда столыпинские. Ну да. То есть там этап бывает проходит чуть ли не месяц. То есть у тебя могут везти, грубо говоря, из Москвы в Волоколамск, который ехать там, не знаю, час-два. То есть могут туда везти там пару недель. Потому что заезжают в соседний СИЗО, еще какая-то история. Ну я вот скажу, как я ехал на малолетку. Первый раз свой. Повезли нас в Новосибирскую область, город Каргат, с Орла. Приехали мы в Новосибирск. Пробыли мы на Централе 4 дня. Нас опять заказывают на этап, мы собираемся, не поймем. Нас грузят в Столыпин. А куда едем? Как куда? В Свердловск, ну, тогда это Екатеринбург сейчас. А тут что? Ну, не приняла нас малолетка, но переполнена была. Вот. Привозят нас в Свердловск. В Свердловске мы пробыли 11 дней. Тоже там нас не приняли. Со Свердловска нас разворачивают. Едем мы в Саратовская область, город Энгельс. Туда, на малолетку. Из 5 человек из нас, 2 там приняли, 3 нас развернули, не приняли. Куда нас? Вот мы проехали уже полсоюза. В итоге спрашиваем, ну, а с нами взрослики в соседней хате же едут. Они спрашивают, ну, матом нельзя,
там, пацаны, куда вас это везут? Мы не знаем. Да вы спросите, говорит, это, у начальника конвоя или у помощника конвоя, что на конверте конечная какая стоит? Ну, мы поинтересовались, спросили. Украинская ССР, город Иваново-Франковск. Ну, думаем, там хоть тепло. В итоге нас загружают в Курской области, станция Суджа. Везут нас на Централ, на Львов. Централ небольшой, там хат, даже 50 хат не было, ну мало хат там. Буквально мы ночь там переночевали, и на следующий день нас грузят в Воронок и привозят на Малую Локню. То есть там, ну рядом в Курской области, на малолетку. Там я отбывал первый срок свой. Но в итоге я к чему это все говорю? Что мы проехали, в итоге мы больше 5 месяцев по этапу. Офигеть. Больше 5 месяцев. А вот уезжал со строгого режима спецэтапом, нас просто, я сидел на тот момент в буре, нас просто собрали всю крышу, изолятор, ПКТ, тогда ПКТ Ешки не было, просто ПКТ было. Вот. Загрузили в Столыпин, добавили зоны, я не помню сколько народу, ну как сейчас помню, у нас ехало 61 человек. В одном Столыпине, там дышать было нечем. Расскажи, как вообще выглядит Столыпин, потому что я много, ну, у меня есть знакомые, которые... Ну вот, вы имеете представление, что такое купейный вагон? Да. Имеешь? Да, конечно. Ну только там деревянные нары, которые вот так, ну, нижние поднимаются, и верхние поднимаются, но деревянные, жесткие. Нет окон, глухая стена, там, соответственно, там, я так точно не могу сказать, как бы, потому что сам не знаю, но я так думаю, что там внутри стены тоже там металл и решетка. А здесь просто решетчатое все, вот так, как купе. Решетки без ходят. света дневного вы видите? То есть окна Конечно, без дневного. Дневной свет и окна только вдоль прохода по вагону, где ходит конвойный, и то они закрашены белой краской. Все. И, соответственно, курят то же самое. Ну и в туалет там попросят, когда много народу хочет, начинают водить по одному в туалет. И так вот едешь. Ну, я вам скажу, вот спецэтап, тебе вернее, вот и нас собрали, загрузили в Столыпин. Дотарабанили нас за 4 дня. Через Москву мы ехали, в Коми СССР, город Емва, княж Погост, так называемый, так его зовут. Город Емва, поселок Южный. Учреждение называлось Ан-243-8/3, на тройку я попал. А так там было 3 зоны строгого режима. Работали все 3 зоны на одной бирже. Но биржа это называлась промзона, там много лесозаводов, там сплав был, разделка была, шпалозавод был. Ну, много чего, доцы были, то есть, ну, представляете, какая-то масса, там просто 3 зоны работало, на каждой зоне больше 1000 народа, и вот это вот там все происходило. Но там, у меня там срок пролетел, конечно, на раз. Там было доступно все. Ну, там, конечно, не было сотовых телефонов, но там и без сотовых телефонов было доступно все. Там водку какую хочешь покушать. Наличку затянули, перевод там тебе завезли, поселенцы работали, заезжали, вольные заезжали. То есть тебе мамка, например, или родственники прислали 100 рублей, ну со 100 рублей они брали 10 рублей себе. За то, что, например, вот ты работаешь, я там обратился, там, и давай, мои переведут тебе 2 сотки. 20 рублей мои. Ну, ты 20 рублей забрал, 180 ты мне привез, и я покупаю себе там, что хочу, там, свои барыги, то есть, ну, все там есть. Опять нельзя матом ругаться, от, презерватива до батона, вот. Да, от гондона до еды, да. я понял. Да ты можешь просто все. Говори как есть. Кстати, можно я сейчас вернусь к Столыпинскому поезду? Самое интересное, это вот многие не знают, что вот этот, ну он же не поезд, это вагоны. Вагон, да? Да. И эти вагоны цепляют к обычным гражданским поездам. Едет он либо первый вагон, либо последний. Да. И многие люди, которые едут в поезде, они не знают, что конечно. с ними едут заключенные. Конечно, не знают. Да. То есть это самое, потому что многие представляют, что это поезд прям отдельный такой, едешь Столыпинский, паровой походу. Не, на самом деле это вагоны, которые цепляют к гражданским поездам. Да. Скажите, пожалуйста, как происходит пропитание, да? Сейчас, я так понимаю, кормят, но я знаю, что и готовят в хате, то есть сами. То есть я, насколько знаю, мне там знакомые рассказали, как суп даже в пакете готовили. Щи варил. В пакете? Не в пакете. Майонезное ведро пластмассовое. Так.
кидаешь туда кипятильник, капустки, Мгм. и все, тушеночки. Мгм. Дали картошку, ну не всегда пюрешку там дают, а иногда кусками дают. И картошечки этой. Вот, пожалуйста, щи. Не, ну да. Прокипятил. Скажем так, вот в колонии, в зоне, микроволновки. А, ну вообще. Плитки запрещены, то есть микроволновки. Ну, часто микроволновка уходила из строя, но что поделаешь, Расскажи, как из издержки. кипятильника делается плитка. Очень просто разгинается кипятильник на горячую, чуть-чуть нагрел и разгинаешь. Разогнул, сделал, ну это когда самогон гнать надо. Но самогон можно гнать и без плитки. Это ну, вот брашка, брашка в пакетах. А как ты ее хранишь, эту брашку? То есть Сахар, нету... вот сахар, Я понимаю, как брашка делается. сахар нельзя, Да. сахар нельзя. Начнем с этого. Что делаешь, ну в колонии, например. В колонии берешь, конфеты покупаешь в магазине, на конфетах можно. В тюрьме там особо ты тоже не купишь, а у кого-то нет возможности купить. Что делают? Чай же дают сладкий, утром, вечером, собираешь этот чаек. На кипятильничке его чуть-чуть выпариваешь, он становится слаще. Мякуш, целлофан от хлебушка. Хлеб же плохо пропеченный. То есть дрожжи вот эти. Целлофан, да, положил, он полежал, забродил. Туда, поставил. В пакеты. Пакеты ж мусорные разрешены. Разрешены. Ну, заказываешь там 60-литровые, они попрочнее. Все в пакете забуторил, на вешалочку повесил, сверху фуфаечкой накрыл. То есть не видно. Вот и все. Подошла бражечка. Недельку стояла. Что делаем? Есть же тазик, есть ведро, есть пакеты. Так. Переливаем в ведро. Туда кипятильник. Ведро ставим в пакет. Пакет завязываем, чтобы не выходило ничего. И пакет этот с ведром, это все делаем в рукомойнике, в раковине. И открываем водичку, включаем Холодную. Нет, включаем кипятильник и включаем водичку холодную. Холодную, Это подвязываем чуть-чуть вверх. Ну, начинает кипеть, парить. Конденсат, чтобы, ну, как Да. сварил. А водичка-то идет холодная, она остывает, самогончик сливается. Круто. Ну и все, а потом чуть-чуть уголочек оторвал, самогончик слил. Обратно его чик и дальше гонишь. То есть брашку даже и не пьете, как бы она и А не нужна. Зачем? Как бы, если можно Самогончики самогон? нормально сделал и все. Обалдеть. Так. А вопрос еще такой про продукты, если возвращаясь. А как хранение? То есть холодильник есть? Нет, в камерах на СИЗО холодильников нет. Если только ты с разрешения администрации свой загонишь. Также и телевизор можно, но только свой. А как таковых нету. Летом, конечно, беда. Ну, летом, что в холодную воду, но старайся, которые вот это быстро портящаяся продукция, конечно, если сами не в состоянии съесть, то поделиться с соседями, разогнать, ну, чтобы не пропало даром. Потому что, ну, родственники, там, близкие собирают же, тратят же деньги, время, чтобы привезти как-то. Поэтому ну, так. Зимой проще, зимой что, кинул зарежку на улицу, мороз, и как бы нормально. А так, чтобы, ну, летом, ну, если видишь, там, под воду, под холодную в пакет, и под холодную воду, и вода течет, и все. Ну, Но, понятно. опять же, долго не прохранится. Долго не дам. Так, какие еще истории такие вот, как с самогонкой? Что такое необычно, что можно сделать в условиях, где у тебя, по сути, ведро, таз и пакет? Да и все что угодно. Я даже скажу, одно время мы вот в изолятор сажают в баклажке, чай заваривали. Она не прогорает. Вот если ты думаешь, вот взять ее сейчас, налить воды, вот просто сам для себя попробуй, налей воды в баклажку и на горелку. Только не ставь, а вот так на горелку. Вода закипит, но баклажка не прогорит. Она сморщится вся, журится до определенного, но совсем она не журится. До определенного состояния, да, меньше она уже не будет. И также заваришь, и все. Ну, а чаю, да много как проносят. Кто проносит В себе? не в себе, ну, забивают шовчики. В теле, в смысле? Нет, ну, в в одежде, да. А сейчас же переодевают. А раньше, я тебе скажу, даже больше. До 90-го года чай был вообще запрещен. Его Почему? на СИЗО не пропускали. Из-за чефира? Да, его вообще не пропускали. И вот щепотку
в один карман сыпнешь, щепотку в другой, что-то в фуфайку набьешь, что-то в воротник, что-то в манжеты, вот так. А так с жонкой. Чифер заменяла жонка. Жонка, это что, сахар? Сахар, да, сахар на факеле также, и все. А он также вставляет или что? Да, Да? да. И до 90-го года и в колониях было, чтобы не соврать, не работал, если человек не работал. 50 грамм чаю положено, разрешено было взять в магазине, если работал 100. Все, это уже в 90-м году у нас стал такой министр МВД Бакатин. Вот он все это по слабуху-то сделал. Вот по чаю можно. Раньше же и в изоляторе сидели до 90-го года. День летный, день пролетный. То есть день тебя кормили, а день шиш с маслом, водичка с хлебушком. Все. Через день. А вот он все это отменил. Было ограничение до 90-го года на переписку. Если ты не знал, наверное. Нет, откуда? На строгом режиме было положено, разрешено, вернее, ты имел право написать всего 2 письма в месяц. Все. Но находили выходы, там что-то надо. Открытки в счет писем не учитывались. Раньше открытки были с марками, вот на открытке пишешь текст. А еще были такие почтовые карточки, тоже как открытка, там вообще можно было полписьма написать. Вот пишешь и отправляешь. Ну, там цензор, соответственно, ее проверяет, но, опять же, это была связь. А так, вот, ну, когда издалека, если хочешь, чтобы не особо для всех, там, чтобы читалось, ну, в один конверт там вкладываешь 3-4 письма. Конверт получается и отправляешь. Ну да, в принципе. Слушай, еще вопрос с медициной. Как? То есть я так понимаю, что все болезни, которые таились в твоем организме, они раскрываются, я думаю, на фоне стресса и на фоне того, что питание... Да не то, чтобы, скажем, на фоне стресса, на фоне, скажем так, на фоне того, что ну, иммунка, наверное, становится слабее, потому что ну, питание, скажем так, никакое, особо витаминов, ничего нету. И, ну да, может, ты, да, в частности, правый стресс, Ну, вот это, все это давление, ну, конечно, обостряются. Ну и как у медицина? кого. То есть она есть вообще там? Или когда Ну, уже только... Это палка о двух концах. Вот в последней колонии, в которой я отбывал, там все покупали за свой счет. Но опять же, это должен подписать начальник санчасти и начальник. И, ну, опять же, только за свой счет. Других лекарств не было от слова совсем. Если у тебя ну, нет средств. Все? Ну да, вот такая там колония поселения. Там просто не нравится, едь в зону. Все. И, кстати, вернусь к этой колонии. Там, колония очень уникальная. Пока был там старый начальник, там все еще более-менее он как-то вот этих вот своих подчиненных держал в узде. Все, он ушел и там пошло. Там даже был там такой начальник оперотдела. Я приехал, когда я с воронка спрыгиваю, идет покурить. Кто-то курит, я говорю, а это, ну вижу офицер, а кто вы такой, ну, не буду называть фамилию, имя. Я начальник оперотдела. Ну, в итоге потом мне рассказали, да и сам я убедился. Там, ну, колония нет ничего, запретного там нет ничего запретного там не делают. И вот они, вот этот начальник оперотдела, там у него 2 опера в помощниках были, искусственно создают такие ситуации там, кому-то лезвие, кто-то им это не пошел с ними на контакт, кому-то лезвие подкинули, нашли лезвие, соответственно, у человека уже создают ситуацию, чтобы человеку палки в колеса вставить, и все. И то же самое происходило, вот он болеет, человек, там же этот пишет рапорт, например, начальник санчасти, чтобы вывести. Там вот со мной в отряде был один мужчина, Железногорска, тоже без имен, Железногорска. У него поясница, у него группа по пояснице, все. А его просто, этот пишет рапорт, разрешает вывести, а начальник оперотдела из-за того, что он с ним не контачит, просто возражаю. И человек просто мучился, он боком уже начал ходить. Пока уже он не достучался кого-то или к начальнику, или к замначальника. Вот. Тогда уже те решили вопрос, его вывезли, а там действительно тому
у него после аварии какая-то межпозвоночная грыжа, ну, вот так. А в колонии, вот, где был, ну, скажем так, строгий режим, ну, там более-менее нормально. Ну, тоже, ну, там говорит тебе медик, вот такие лекарства нужны. Ну и все. Ну, тебе надо их искать, я понимаю. Да, там есть же телефонные переговоры, позвонил, там, и передали или что. Ну, обеспечение, конечно, медицинское плохое. На СИЗО, да, на СИЗО хорошее. Почему? Объясню, я тоже разговаривал с медиками там, потому что вот эти вот в колониях, в наших медпункты, подчиняются, у них офис в СИЗО. Средства выделяются на СИЗО, основное, вот это вот, а уже СИЗО распределяет. Ну, конечно, я же не отдам свою последнюю козу соседу, скажем так. Ну, понятно. Вот и все. Вот ответы. Поэтому на СИЗО нормально, а тут как бы, когда они, вот я разговаривал, тоже она ушла уже, был начальник медчасти у нас, но она уже, да, рассчиталась, не работает на строгом режиме. Она вот сама мне говорила, когда мы были сами от себя, не подчинялись Орлу, то есть снабжения нет Орла, что а сами закупали, у нас все было. А сейчас, то есть... Ну, а нет такого, что в СИЗО просто... крохи. Я так понимаю, когда в СИЗО люди сидят, они еще под следствием, еще приговор не, ну, не всем вынесен, Да, правильно? поэтому И там- из-за этого, чтобы да. человек выглядел более-менее нормально и дожил... до- Совершенно верно. Чтобы... Я думаю, что проблема даже в этом больше, Да. чтобы людей довести. Скажи, пожалуйста, что такое карцер? Карцер это в СИЗО, а в колонии это ШИЗО. Что за... Ну, это дисциплинарное наказание. Там сперва там выговор, если какое-то действительно там нарушение у тебя в сторону режима или прочего, тебя сажают в карцер. Карцер, ну, это камера, где ты сидишь один, ну, в СИЗО. Я так понимаю, она очень маленькая еще. Ну да, там толчок, умывальник и нара, которая пристегивается. То есть днем ты не ляжешь на нее И не сядешь. и не сядешь. Там есть лавочка вот такая маленькая, на лавочке можешь посидеть. Все. А это в 10 часов отбой, 10 часов тебе ее инспектор открыл, опустилась, выдали тебе матрас, подушку постельную, ты лег. В 6 часов подъем, ты встал, ее обратно поднял, ее закрыли, постельное сдал. Все. И просто ты целое время вот так вот. И целый день ты можешь сам себе песни петь. Я, может, с ума Или сойти. сам с собой разговаривать. А если на полгода закрыли? На полгода в карцер не закрывают. Не закрывают? Максимум 15 суток. 15, ну, 15, 2 полгода недели. это ПКТ, до года это ЕПКТ. Ну, там сидят. Вот, Не, кого 2 не недели, где я нифига был, себе, там. 15 лет. Люди отдыхать едут на 2 недели в отпуск раз в год, чтобы... Ну да. И, соответственно, курить нельзя, курить запрещено. Ну, прогулка есть. Ты был когда-нибудь? Ну, конечно, был. Попадал, да? Ну, конечно. За что? Да много за что. И попадал из карантина, попадал за отказ от дежурства. И так попадал с телефоном. Начал бодаться, у меня же раскрутка была. Лежу на кровати, на шконке, по телефону разговариваю. Ну, атасник прохлопал фишку и сотрудник за телефон. В итоге немножко повозились с сотрудником, телефон не отдал. Телефон скинул, телефон быстро ушел в другую локалку, то есть телефон спас. Ну, в изолятор поехал, ну и, соответственно, еще раскрутили по статье 318, добавили 2,5 года еще за Не почему. нападение сотрудника при исполнении. Ну, он снял там побои свои. А, ты ему... Ну, пришлось втащить. По-другому нельзя было. Ну, вот так. Ну и как ощущения в карцере? Ну, в ШИЗО. Нет, ну там у нас вот в колонии, там нормальная постанова, не буду озвучивать эту колонию. Не. Там нормальная постанова была, и она, и, наверное, я так полагаю, и до сих пор там есть. То есть и сигареты там нормально с курехой, чаек тоже заходит. То есть там ну, люди на соответствующем уровне там нормально держат положение, поэтому дай бог им здоровья и долгих лет жизни. Вот. Так, вопрос следующий. Про изделия из хлеба.
То есть шахматы, то есть это же целая там история, как делают четкие, делают Ну, шахматы. это делают опять, нарды. это- Расскажи, пожалуйста. Это опять, ну, в СИЗО от безделия этим занимаются, ну, в совдеповские времена. Сейчас, конечно, это уже не делают. Сейчас уже это разрешено, как бы, и заводское. А раньше, ну что, ну, хлеб мякуш берется. Так. Кто-то воды добавляет, кто-то слюны добавляет, сахарку, побольше пепла туда. Ну, от сигарет пепел. Я понимаю. Вот жмут его, жмут, ну, однородная масса, чтобы получилось. Потом лепят кубики. В кубиках в этих, ну, там, спичкой или чем-то делают, ну, когда зарики делают, например, сделали, ложат сушить. Но ложат сушить, если положишь на батарею, на горячую, он потрескается. А пепел добавляют, чтобы не трескался. Лучше, ну, в такой, ну, в однотонной температуре положил куда-нибудь на полку. Вот, там, день-два высохли. Потом вот, где делал глазки эти, ну, берешь звездку, мел со стены наскоблил и затер, получается, ну, чтобы видно лучше было, и высохли, и играешь. И также четкие, все то же самое. То есть ничего особо там сверхъестественного нет. Конечно, как говорится, да, голь на выдумке хитрая. Поэтому кто-то шашки то же самое. Ну, ведь и сделал фишки одни белым, другие Ну, я понял. и расчертил и играй. Уважение, тем более в зоне, его нужно заслужить. Заслужить чем? Своими действиями, своим отношением, своей движухой какой-то. Если ты приехал в зону, и ты, ну, скажем так, ну, как мебель. То есть ты живешь для себя, чисто пошел, отработал, пришел, ни в какой движухе ты не участвуешь, то есть ни в карты не играешь, ни что-то не делаешь, чтобы как-то улучшить быт, положуху в лагере. Ну, ты и будешь мебелью, и, соответственно, соответствующее отношение к тебе и будет, как к мебели. А если ты участвуешь в какой-то движухе, как ты тянешься к общему, тянешься к людскому, конечно, тебе руку протянут и будут помогать тебе в этом. Ну, вот и все тут. Ну, то есть это все то же самое, как и на свободе. Просто на свободе почему это незаметно? Незаметно, потому что каждый человек, ну, на свободе там походил, где-то побыл, пришел домой. То есть, как говорят, дом — это моя крепость. Закрылся, то есть его никто не видит, и он никого не видит. А в зоне-то там невозможно спрятаться в свой дом. Ну, в жизни ты можешь себе позволить Там- не общаться с человеком, который Да, а в зоне там ты невозможно. волей-неволей, то есть это закрытое пространство, где ты хочешь, ты не хочешь, ты пересекаешься, независимо от тебя. И поэтому кто-то сохраняет свой человеческий облик, кто-то нет. Кто-то уподобляется и прет, скажем так, по головам. Но знаешь, поговорку такая: земля круглая, а жопа гладкая. То есть все равно это насрал ты сейчас, это говно тебе и вернется. Сделал ты добро, вернется добром. То есть, ну, это жизненный парадокс, и ничего логично. это Ну, ничего понятно. не поменяет это так есть и так будет. Как бы, ну, давай начнем с того. Если бы мы не знали, что такое зло, мы бы полностью не ценили, что такое добро. Это, вот этот баланс, он и в жизни держится. То есть холодно, жарко, добро, зло, ну и все так в жизни. Ну, логично. Просто когда что-то начинает перевешивать, что получается? Хаос. Вот и все. Еще такой вопрос тебе. Что такое черная, что такое красная зона? Вопрос скользкий, честно сказать. Ну, Черная зона — это где живут по людским понятиям, не идут на поводу у администрации, соответственно. Ну как, определенные требования все равно администрации выполняются, но всегда есть компромисс, и то есть люди, которые на положении как-то находят этот консенсус, эту золотую середину, то бишь, чтобы и люду жилось нормально, и администрацию не дрючили. Поэтому греется крыша, но крыша — это изолятор, СУС, ПКТ, ЕПКТ.
мужики, которые на ком все это держится, то есть они работают, и как бы чтобы они были не в накладе. Нормальный, чтобы у них здесь был быт, нормальная, соответственно, кормежка и прочее. А красная зона это где нельзя, там ходят строем, строго по режиму, режим, где вообще не нарушается от слова совсем, где бычут за копейки, ну, то есть где гайки так закручены и Это люди, по сути, которые работают на администрацию. ну, по сути, Ну, так так оно я- и есть. Ну, Сотрудничают с администрацией, ну, не работают? да во сотрудничают? всех лагерях, я скажу тебе так, Егор, во всех лагерях есть такие, скажем так, персонажи, кто сотрудничает с администрацией, во всех. И в черных, и в красных, понимаешь? Просто красные зоны это где нет вообще людского. То есть Я понимаю, это люди, которые живут по правилам администрации, по а правилам не по правилам зоны. администрации, совершенно верно, да, Так, чтобы совершенно проще верно. это было. Где там, скажем так, ну, стадо. Соответственно, Не черные не имеющие уважают. собственного я. А люди, кто туда, кого привозят, например, на ломку привозят, чтобы сломать человека в такие зоны, есть такие. Но сейчас не знаю, есть это или нет, раньше это было, привозят, чтобы сломать. Ну, их, как правило, они побудут, их в зону даже не выпускают, чтобы он там не смог это все перевернуть, этот человек. Его пытаются спрятать либо в ШИЗО, либо в ПКТ, либо в ЕПКТ, чисто спрятать, либо как-то какими-то правдами-неправдами избавиться от него, чтобы его с зоны куда-то увезли. Но чтобы он там не был, чтобы то, что администрация наворачивает, чтобы вот так и было. Администрации, конечно, выгодно, чтобы там ходили одни сексоты и друг на друга, скажем так, по сучьему шепоту друг на друга докладывали, а они сидели и чисто попивали чаек, кофеек и кайфовали, зная всю движуху и не делая своей работы. На зоне бьют тату. Бьют. Как это происходит? Кольщики, я так понимаю, уважаемые люди на зоне. Не обязательно уважаемые. Все зависит от человека, от образа жизни. Есть и среди обиженных, кто колет. Ну, они колят обиженных. Ну, понятно, свои. Как Ну, происходит? Раньше, например, как кололи? Раньше жонка с каблука. Жонку эту делали, каблук, ну, от сапога от старого оторвешь, раньше сапоги и ботинки были. Сжег его, вот этот натер жонки, туда добавил мочи чуть-чуть, да, все это. Вот этим кололи. Почему мочи? Ну, Она как-то- обеззараживает как-то, потому что тушь сложно было затянуть. Ну, ручек не было, да, так я понимаю? Ну, 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 я какие извините, ручки, пожалуйста. Егор, ну тогда какие ручки, ну, при царе Горохе. Ладно. Сейчас, да, сейчас делают самодельные даже машинки. Моторчик маленький берется Мгм. с плеера, с магнитофона. Мгм. Ну, знаешь, что эти маленькие Ну, моторчики? конечно. Вот. Привязывается к обыкновенной ручке. Мгм. Сверху такая вот делается, нитки видел, Да. намотанные на пластмассовое это. Катушечки. Вот эту пластмассовую эту берут, сверху одевают. Снизу проводочек от моторчика, сверху проводочек. Батареечку вставляют на нижний проводочек, а сверху так вот жвачечкой прилепил, и он колет. Сильно. А краски цветные, да все затягивается сейчас. Сейчас, ну, попросили, например, ну, нужно, там, к завхозу обратились, он там, на нужды отряда краски. Кто их будет проверять, какие-то краски для наколок или для чего? Просто постерли все это и все. Даже загоняли эти краски, я тебе больше скажу, в фломастерах, в маркерах, в клуб, к завклубу к тому же подошел тот же зэк. Ну, дал ему блок сигарет, затянем, давай тебе привезут. Все, то есть ему там приносит ему сотрудник тот же там, или начальник воспитательного, или замполит ему приносит. Ну, не через передачку, там особо не досматривают, когда несет сотрудник. И все это зашло, и колются люди, хоть с головы до пят весь искались. Что означает звезды на плечах? Это воровские вообще изначально звезды на плечах. А на коленях не стану перед
как сказать помягче, да как есть, и перед мусорами на колени его, как есть сказал. А на плечах это в законе? Да. Ну, либо в бродягах. У кого? В бродягах. Кто такие бродяги? Такие прям скользкие вопросы мне Ну, задаешь. я просто Егор. спрашиваю. Ты сам говоришь, я просто Ну, спрашиваю. Я же не знаю, бродяга что это. это человек, который живет этой жизнью, правильной жизнью, арестантской, все ровно у него по жизни. Ну, скажем так, если все ровно, он, в итоге это в перспективе Стать. будущий, не будем называть кто. Я понял. Короче, я понял. Бывают ли побеги? Конечно, бывают. Конечно, бывают. Расскажи, И со пожалуйста. строгого режима, и с поселка. И со строгого режима? Да. Ну вот сейчас вот я сидел, отбывал на день. Ну это избежал этот, как его, бесконвойник. Ну, бесконвойник это кто находится на бесконвойном передвижении, ну за зоной там, они там убираются, баню там топят, администрация или что. Вот он убежал. А там Поймали. легко. Ну легко, да, тут тоже что-то с женой у него там пошел рамс, ну спор. И на почве этого Ну, ревность, наверное. мотанул. Ну, был ли его уже на Украине. Это был, чтобы не соврать. Не скажу точно, 18 или 19 год. Ты что, долго его искали, наверное? как? Ну, это он убежал, 18 или 19 год. Да, я понимаю. Я говорю, все равно поймали. То есть человек, то расстояние. Искали его до порядка, наверное, 7 месяцев. Да. И все равно поймали. Да. А до этого, в 90-е годы, один со строгого режима. Где он нашел эту веревку, не знаю. Не хочу врать, хотя там можно канат сплести с ниток такой, что быка можно увести. Он натянул канат, закинул через запретку. И на этом канате он через запретку прошел. Как он зацепился, там натянул, да. Ну, кто-то помог, наверное, зацепить. Может быть. А как никто не заметил, как Деталей он не через... знаю, но суть в чем? Суть в чем? Поймали его через почти 4 года. Как поймали? Приехал с Украины в Москву продавать машину. Обалдеть. Расслабился. Да, и его приняли. Обалдеть. Ну, уже, наверное, за 4 года подумал, что его никто не ищет, поэтому Да. нифига себе со строгом. Так. Подкопы. Подкопов там не было. Был еще там один побег, но я там не был. Ну, просто потому, что я в этом городе живу, поэтому знаю. Был какой же год? 80 какой-то год. На пожарной машине протаранили запретку. Да, трое. И ушли они. И ушли? Да, в городе они спрятались в частном доме. Ну и потом не то хозяйка, не то дочка ее сообщили. Сотрудник. Милиция тогда была, милиция. И их приняли. Обалдеть. Вот это, Ну и расскажи теперь вопрос такой. Что делать после тюрьмы? В смысле, что делать? Ну, я так понимаю, что устроиться на работу непросто, потому что все понимают, что ты бывший заключенный. Да ну, знаешь, как скажу, Егор? Кто хочет найти работу, тот найдет работу. Кто хочет жить, тот будет жить. А как правило, тяжело тем, у кого слабые социальные связи. То есть, ну, проще говоря, ни родных, ни близких, ни родины, ни флага. То есть, вот у меня есть один знакомый, он отсидел больше 40 лет. Вот буквально в прошлом месяце отвозил ему передачку. Ну, позвонил, Андрюх, там есть возможность покурить, заварить? Я говорю, ну соберем что-нибудь. Ну, отвез. И как ты хоть, зачем ты попал-то? Тебе уже почти 70 сейчас будет. Ему 66 лет. В этом году 67 будет. Он говорит, ну а что, я вот освобождался в мае, как раз это было 2 года назад, в мае он освобождался. Освободился в мае, ну нормально, в деревне живет. В деревне в Орловской области. Да, неважно. Ну да, там, ну райцентр, в районе там деревня. Вот. Все простащили, ни окон, ни дверей нету. Ну пока лето, пока тепло, как-то там спал, там приходили, с кем-то подбухивал с местными синеносами. А холода наступили. Ну что, куда мне, замерзать что ли? И решил.
Ну, пошел, говорит, витрину в магазине разбил, взял Специально, бутылку, чтобы... да, взял бутылку водки, выпил и ждал, пока приедет полиция, меня заберет. И сколько тебе дали? 3,5. Потому что еще рецидив. Ну, по-любому рецидив. Просто, ну, у человека негде жить, негде помочь. Если бы было бы у нас вот... Социальная помощь? Да, вот при Советском Союзе вот такое было, скажу тебе. То есть человек освобождался, приходил на учет становиться в милицию, тогда не полиция, милиция, в милицию. Там уже там говорили, куда ты пойдешь работать. Ну, тебя адаптировали как бы. Да, сейчас тебя выкинули с этой зоны. Хорошо, если вот у кого есть родственник, кому есть что помочь, друзья, там близкие есть, там руку помощи протянут. А у кому не к кому обратиться, ну что, вот начинают они. Пошел на одной блатхате, на другой блатхате, на третьей блатхате, на четвертой бах, утром проснулся, никого нету, а рядом труп. Вот один такой со мной сидел, 12 лет. Говорит, я не знаю, убивал я не убивал. Мне сказали, пиши явку с повинной, меньше дали, мне написал. Все, а кто там на самом деле его убил? Ну, а может, он и сам умер, бог его знает. И таких... Истории миллион. Ну, скажем так, не 50%, но 20% точно. 20 точно. Я их и звал, и они вообще посторонние люди в тюрьме. Просто посторонние, случайные. Скажи, пожалуйста, как по тату определить, кто человек был на зоне? Ну, сейчас Там перстни. это довольно сложно. Вот, да, правильно, Егор, говоришь, перстни. Как правило, ну, новая вот эта формация, кто на свободе колет татухи, перстни не колют. Как правило, либо рукава, либо что-то на ногах, либо какие-то котики, либо Микки Маусы, что-то подобное. А очень просто. Либо перстни, либо эполеты, либо звезды. Вот это вот, ну, 3 признака, по которым однозначно человек отбывал. Ну, Всё. я знаю, что перстни есть, как и, как сказать, ну не позорно, я не знаю. Есть колят перстни опущенным, грубо говоря. Ну, да? это раньше было. Раньше да, было. это А было. есть перстни, естественно, которые показывают, наоборот, твой статус. То есть перстни рознь, вот я к чему. Да, каждая наколка говорит о жизни. О социальном каком-то его значении, статусе, да. 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 Поэтому, ну, это тема отдельная, эту тему вообще можно... Отдельное видео. Отдельное, да. да. Отдельное видео. снять. А у тебя перстни это что значит? А это малолеточка. Это перстень, то есть то, что ты был на малолетке? Да, и то, он уже выцвел весь, видишь. Ну, давно было у тебя малолетка. Да. Тут еще вот у меня было, видишь, ЛХВС тоже выцвело. Не буду озвучивать, что это. Как ты сказал? ЛХВС. Ну, мы узнаем. Ну, скажем, Расскажи, конечно. без мата. Легавым хрен, ворам свобода. Андрей, спасибо большое, что пришел. И вам Очень- спасибо. Очень интересно. Я надеюсь, что, может быть, еще увидимся. То Тоже есть надеюсь. Все зависит от наших зрителей. Если опять это видео наберет какие-то сумасшедшие просмотры, значит, будет еще одна история.